Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Кто со мной не знаком, меня зовут Марина. И сегодня я буду делать для вас расклад «Вызов мужчины». Причем я спрашивала вас о том, какой вызов вы хотите посмотреть, увидеть сейчас. Вызов мужчины, который есть сейчас в вашей жизни, или же хотите вызвать нового мужчину, призвать любовь в свою жизнь. И мнения разошлись. Я вначале думала все вместе в один расклад сложить, но решила, что все-таки нужно распределить эти энергии очень важные, очень мощные на вызов нового мужчины и того, который есть уже в вашей жизни. Поэтому сегодня мы будем делать вызов мужчины на отношения уже имеющиеся или бывшие. И следующий вызов в ближайшие же дни я сделаю на новую любовь, на нового мужчину. Итак, сегодня использовать буду колоду Таро Гранд Люкс. Вам необходимо сосредоточить все свое внимание, конечно же, на своем мужчине. Благодарю вас, мои драгоценные, за ваши донаты. Низкий поклон моим спонсорам, за ваши теплые комментарии, за лайки, за подписки, за любой способ поддержки моей работы. Всех очень нежно люблю, счастлива, что вы есть в моей жизни. Итак, давайте. Начинаем расклад. Вызов мужчины. Уже существующие отношения или бывшие, но вам хотелось бы, чтобы этот мужчина вновь в вашей жизни появился. Напоминаю, что это даже не ритуал, я не могу назвать это ритуалом. Это просто такой вот сеанс, во время которого мы собираем вместе наши энергии, посылаем четкий, правильный запрос во Вселенную для того, чтобы этот мужчина как можно быстрее решился на действия в вашу сторону. Мужчин мы вызываем только тех, с кем у вас могут быть гармоничные, счастливые отношения, с кем вы просто можете быть счастливы, удовлетворены. Если же это абьюзер, если это человек, который вас обесценивал, уходил из вашей жизни, возвращался обратно и опять обесценивал, таких людей мы не приглашаем на этот вывод. Да, девочки, на моих вызовах именно так. Смотрите, конечно, если вам хочется, чтобы абьюзер вернулся в вашу жизнь после этого расклада, он может вернуться, но нужно ли вам это большой вопрос. А так мы, конечно, его не приглашаем. Мы приглашаем только тех, кому нужны мы и кто нужен нам. Здесь, конечно, речь идет о любви. Смотрите, дно колоды, аркан влюбленную. Конечно, это история любви. Ромео и Джульетта, Адам и Ева. Самые прекрасные произведения самых очень таких ярких героев в истории человечества можно встретить, влюбленных. И это вы с этим мужчиной. То есть здесь и глубина чувств, глубина эмоций, здесь действительно очень искреннее чувство присутствует однозначно, абсолютно. История любви. Так что, девчонки, если считаете, что не было любви, возможно, или не ваш расклад, или вы просто даже не оценивали ситуацию и не оцениваете трезво. Это так и есть. Любовь здесь присутствует точно. А теперь давайте искать вас. Как обычно, ищем вас и его. Император и императрица. Императрица вышла сразу, девчонки. Вы боитесь, что его возвращение может стать очередным циклом обмана и очередным циклом обесценивания. Это как раз то, о чем я вам говорила. Если мужчина вам лгал, если мужчина вел себя не совсем честно, не совсем хорошо, да, то у вас просто есть опасение, что вы можете опять попасть в такую же ситуацию, в капкан этого обмана, в объятия этого, извините, но обманщика. Неважно, он у вас прям конкретный обманщик или просто хитрец, человек не очень искренний, и вы чувствовали, что что-то не то происходит. Но этот обман и ваш самообман, кстати, здесь еще может быть, он может повториться вновь, вы это чувствуете, вы это понимаете. А еще очень многие из вас просто не хотят повторять то же самое, тот же сценарий, который уже был. Если уже что-то у вас с ним было, такое, от чего вы ушли, может, возможно, из-за этого расстались или просто не хотите больше повторять, вот вы этого опасаетесь. Вас показали так, девочки, сегодня. Мужчина. Давайте искать дальше. А где же наш мужчина-император? Почему-то я убрала карты обратно. Не знаю, почему рука так потянулась. Ну, значит, так надо было. Так, император, куда ты здесь? Ну, императора не так далеко, кстати. Здесь и вы, и он не против пойти на контакт. В общем-то, не прочь. Смотрите, что с мужчиной. А мужчина не знает, что делать. Плохо без вас. Он сейчас ощущает огромную потребность в вас, в вашей энергии, в вашей любви, в вашем тепле.
В этом во всем, конечно, у него не просто потребность, он чувствует потерю. Сейчас он ощущает потерю. Эта потеря очень серьезная для него. Глобально серьезная. Что делать дальше, мужчина пока не представляет. А еще у мужчины у этого могут быть сейчас проблемы материального характера. Вот прям действительно реальные такие конкретные проблемы с материалкой. Это как так вот дополнительная информация. Но, конечно, для всех вас здесь, безусловно, осознание потери, кого он действительно потерял в своей жизни. Давайте теперь будем смотреть, а что же с точки зрения высших сил между вами сейчас? Что между вами сейчас? Аркан сдержанности, аркан человека, который не делает никаких действий, тем более поспешных. Скорее всего, ничего. Скорее всего, это пауза. И держите в руках себя вы, держит в руках себя он, но вы оба друг друга не отпускаете. Вы, кстати, можете быть здесь оба ревнивцами и собственниками, и вы, и он одинаково, потому что между вами лег такой аркан. А еще может быть ситуация такая, что кто-то из вас может вести себя как собака на сене. То есть и сам по-настоящему вас в свою жизнь, допустим, мужчина не берет, и в то же время и отпускать вас не хочет. Или же с вашей стороны могут проявляться такие энергии. Но здесь вот так вы, конечно, друг друга не отпускаете. Что между вами, нам не показали, что это все, это, допустим, башня. Да и то, и любая башня может в любой момент превратиться, точка жирная в запятую может превратиться. Ну а здесь четверка пентаклей, это, конечно же, никакая не точка. Здесь просто люди сейчас могут находиться в состоянии необщения, очень сдержанно себя вести, но вы не отпустили друг друга. Ни вы, ни он. Ну что, теперь давайте посмотрим чувства ваши к нему, к этому мужчине, а у него к вам. А вы на него, девочки, злитесь. Вы можете, может быть, он действительно как-то вот обесценил действительно ваши отношения. Какой-то шаг был нехороший с его стороны. Поступки нечестные могли быть, потому что пятерка мечей – это обида. Даже порой это как аркан врага выпадает, как будто вы испытываете к нему очень такие чувства, даже, возможно, отторжения, как к человеку, который не оправдал ваших надежд или вообще сделал что-то в отношении вас настолько нехорошее, что вас это очень сильно задело, зацепило. Многие из вас могут сильно переживать из-за этого мужчины. Возможно, он как-то себя повел таким образом, что вы понять не можете, почему он так сделал. Или же действительно это были действия абьюзивные, обесценивающие, унижающие вас, не дай бог, но тоже так может быть. В общем, у вас как это правильнее-то сказать, непростой, мягко говоря, вышел аркан. Пятерка мечей в чувствах. Здесь может быть такой вот моментик. Существует мудрость: от любви до ненависти один шаг. В принципе, и от ненависти до любви тоже недалеко. Но вот здесь что-то в этом плане может быть. У вас очень сложные эмоции сейчас к этому мужчине. Мужчина, ну, девчонки, но мне показывают, что он вас любит. Десятка кубков я иначе трактовать не буду. Десятка кубков на чувство, это так и идет, что у мужчины есть чувство. Ну да, может быть, давайте так скажем в кавычках, заблудился, если сделал что-то не так. Да, может быть, действительно у вас есть проблемы, не зря же у вас вышел кризиснейший аркан, очень тяжелый на чувства, на эмоции, пятерка мечей. Но у мужчины вышли чувства, девочки. Ну, что есть, то есть, я не могу иначе трактовать. Даже если вы скажете, что не любит и не способен любить, мне показывают обратное. Этот мужчина вас любит. Прям для многих могу так и сказать. Испытывает чувства к вам. Это точно. Чувства здесь, конечно, есть. Ну хорошо, если так уж ты прям чувства испытываешь, а молчишь, почему? Почему молчит? Он в ожидании находится. В ожидании или же удобного момента для того, чтобы появиться, или же в ожидании того, пока все утрясется. Негативные эмоции, возможно, ваша обида или злость, или что-то вот, весь тот негатив, который мог между вами возникнуть, или же даже с вашей стороны отдельно, односторонне, чтобы вот это все, оно утихло, затихло. Этого мужчина ждет такого момента, чтобы все утихомирилось. Ушли плохие энергии и остались, потому что так чаще всего и бывает, когда люди расстаются, даже если расстаются некрасиво, со временем негатив, он как бы растворяется, отваливается, и остается все-таки что-то хорошее в памяти. Вот этого он ждет. Так что здесь выжидательную позицию мужчина у нас занимает.
Ну хорошо, выжидательная позиция, это, конечно, здорово. А хотел бы он с вами помириться? Хотел бы он возобновить с вами отношения? Да, хотел бы. Шестерка мечей однозначно да. Ответ да. Да, начать все с чистого листа. Начать все сначала. Он, конечно, у него нет уверенности здесь в этом, явно, что можно начать все сначала. Почему? Для чего? Ну, потому что чувство, потому что есть у этого мужчины к вам чувства, девочки. Он считает вас своей парой. Несмотря на вот такой сложнейший аркан в ваших чувствах, я уж не знаю, что у вас произошло там с ним. Это, конечно, у всех может быть по-разному, потому что расклад общий, но у вас резко сложная энергетика, я бы даже сказала, негативная энергетика вышла, с его стороны резко позитивная. Но при всем при этом вы же не вместе, значит, что-то же произошло, правильно? Пусть у каждого своя история произошла, но смысл в том, что здесь у мужчины огромное желание есть с вами помириться, наладить отношения. И более того, смотрите-ка его сторона. Его сторона, десятка кубков, двойка кубков идет с императором. Конечно, здесь есть чувство. Осознание после потери вас, что вы значите для него в жизни. Желание с вами помириться. Сегодня история такая, девчонки. А он хотя бы в теории планирует как-то появиться. Он планирует появиться в ближайшее время. Ой, как его тянет, как ему хочется появиться. У него просто сил нет себя сдерживать. Настолько этот человек хотел бы объявиться в вашей жизни сейчас. И очень хочется, чтобы вы тоже появились. Но он пока не решается. Пока мужчина тут у нас во сне находится, пока мужчина считает, что или не время, или у него не хватает ресурса, не хватает сил, не хватает эмоций, не хватает очень важных таких энергий для того, чтобы сделать этот шаг. Но его как будто вот реально на сковородках жарят вот эти самые дьяволята, поджигают ему поджаривают ему пятую точку, так ему хочется что-то сделать. Но пока он себя сдерживает. Пока сдерживает. А можно ли ожидать от него действий даже без нашего вызова? С вызовом, конечно, все будет гораздо веселее. С вызовом, да, как я и сказала, с вызовом гораздо веселее, потому что этот мощный поток энергии, который мы сегодня собираем в один такой огромный сильный пучок, вот этот поток энергии, который мы направим сейчас, уже направляем этим раскладом во Вселенную, естественно, он просто так не останется без ответа. И мужчина почувствует эти вибрации обязательно. И мужчина, его чувства, его эмоции, они затрепещут, они заиграют новыми красками, они должны пробудиться быстрее, чем если бы мы расклад, допустим, этот не делали. То есть сегодня не всегда так бывает. Бывает очень часто, что нам говорят, да и без вашего расклада, без вашего вызова мужчина появился бы. А вот сегодня не так. Сегодня мужчина, возможно, и появится сам, но ему сложно сделать этот шаг, и ресурсов у него мало, и как-то вот и он не знает, что дальше делать. А после нашего расклада он должен почувствовать некий прилив эмоций, сил и такое приятное эмоциональное возбуждение, после которого он, конечно, может сделать первый шаг. Но, девчонки, здесь есть чувство однозначно, еще и туз кубков, и опять на его стороне вышел здесь. Просто так такие арканы не выходят. Так что не зря сегодня делаем вызов, и я так вам скажу. Те мужчины, которые вас по-настоящему любят, действительно любят, они появятся после этого вызова. Конечно, у кого-то появится во время вызова мужчина, у кого-то через несколько часов, у кого-то через несколько дней. Обычно вызов срабатывает уже по моей практике в течение недели-двух максимум. Если позже уже все, нет мужчины, ну значит, или же не готов еще, действительно не готов. Все бывает в жизни, обстоятельства разные. Или, возможно, нет действительно той глубины чувств. Но те мужчины, которые вас любят, они обязательно должны появиться. Это, знаете, как вот лакмусовая бумажка, как тест хороший. Делаем вызов мужчины и смотрим. Появился мужчина, значит, любит. Знаю, что напишите, если любит, сам появится. Да, конечно, но ему гораздо сложнее объявиться будет, чем после вызова. Так что очень сегодня полезный расклад. А самое главное, верьте, конечно, потому что по вере нашей дано нам будет. Смотрите, выскочил у меня из колоды аркан, пятерка жезлов. Очень много сомнений, у него душевная борьба сейчас идет. Он не знает, что делать, как поступить. Короче, каша-малаша сейчас в его мыслях, и идет душевная борьба, очень серьезная. Нужно ли вам действовать? Стоит ли вам сделать первый шаг?
А я вижу, девочки, ну тут 50 на 50 будет. Да, ну колесо фортуны это вот так. Я вам так скажу. Если этот мужчина ваш, а для очень многих из тех, кто смотрит расклад, это ваш мужчина, он, конечно, объявится и сам, без вашего первого шага. Потому что колесо фортуны повернется таким образом, что вновь у мужчины возникнет желание вернуться к вам. Конечно же, с одной стороны это замечательно, с другой стороны это показывает на то, что у вас ваши отношения вообще могут быть цикличными, качелеобразными. В этом, конечно, хорошего ничего нет, безусловно. Но вообще смысл в том, что вы можете сделать первый шаг, но сделаете вы, не сделаете первый шаг, все равно его сделает мужчина. Все равно судьба вас ведет вместе. Почему? Ну, потому что, несмотря на вашу сложную сторону и ваше отношение к этому мужчине, здесь есть чувство, здесь есть любовь, здесь есть взаимные чувства, и здесь есть безусловная эмоция со стороны мужчины. Даже если вам кажется, что нет. И даже если он себя ведет как сухарь последний, айсберг. Не все девочки, мужчины умеют проявлять свои эмоции. Да и женщины тоже не все, уж тем более мужчины. Но сегодня разговор о любящем мужчине. Как бы ему тяжело ни было это признать, но признать придется. Кстати, по всему раскладу вижу, что это своего рода еще и расклад на признание в любви. Здесь явно, потому что этот расклад, он может сработать на мужчину таким образом, что он может не просто появиться, а еще и признаться вам в любви. Или же мужчина, с которым вы сейчас не в расставании, но вы ждете от него признания в любви, он может признаться в любви. Я с самого начала расклада не планировала этого. Ну, это вышло просто так, само собой. Здесь идет как призыв мужчины к признанию в любви. Почему? Потому что у него эта любовь есть, и у него и желание, в общем-то, есть вам признаться в любви, но сам себя держит в руках крепко. Вот надо ему руки эти развязать. С точки зрения высших сил, вообще вам стоит этого мужчину ждать? Стоит ли его ждать? Для очень многих из вас, девочки, здесь идет так, что... Я вам скажу сейчас. В общем, в этом мире есть, безусловно, люди, которые, возможно, подошли бы вам по всем параметрам в отношениях гораздо лучше, чем этот мужчина. Но сердцу не прикажешь, во-первых. Любовь есть любовь, и это нечто необъяснимое, абсолютно волшебное. И сложно приказать любящему сердцу. Поэтому я вам так скажу. Конечно, многие подходят, да. Другие люди, не многие, нет. Другие люди есть на этой планете, которые вам подходят. Но если вы считаете, что это он, единственный ваш неповторимый, и вы действительно испытываете к нему чувства, и понимаете это, то стоит быть с этим мужчиной. Стоит, в общем-то, его и подождать. Конечно, если это для вас окончательный разрыв, вы больше ничего не хотите, и вы приняли решение однозначно, значит, так и делаете. В этом случае, значит, и не стоит смотреть вызов мужчины, потому что это очень мощный расклад. И, соответственно, он может появиться, если вы этого не хотите, а он раз и появился. Хорошего, конечно, в этом мало, так что подумайте перед тем, как смотреть вызов мужчины, хотите вы его действительно увидеть или нет. Но если вы действительно его любите, то можно и подождать. Но знайте, что когда этот мужчина появится, первое, о чем вы должны думать, это о чувстве собственного достоинства, о своей самодостаточности в этих отношениях. То есть не надо сразу же на шею прыгать и растворяться в этом мужчине. Вспомните о том, что, ну как вот себя, каких результатов вы добивались в отношениях с этим мужчиной при каком своем поведении. Когда вы полностью были в нем растворены, были готовы простить ему все-все-все в жизни и посвятить ему свою жизнь хотели. Или когда вы все-таки демонстрировали свою независимость, когда вы мужчине давали понять, что у вас есть своя жизнь, свои интересы, и, можно сказать, заставляли его, призывали его и заставляли даже, возможно, своими поступками себя уважать. Так вот, здесь история идет о том, что второй сценарий поведения, о котором я сейчас вам говорила, гораздо более приемлемый для вас, чем первый. Тогда, когда мужчина появится. Вам и говорят, подождать можно, пока он появится, но знайте, что вести себя нужно с чувством подчеркнутого достоинства. Это очень-очень важно для вас. И, конечно, не забывать о себе, о своих интересах, о своей работе, о своей карьере, о своем социальном продвижении. То есть жить свою жизнь, конечно же, стараясь не ставить мысли о нем во главу угла. Вообще, чтобы это было основным в вашей жизни. Заниматься своей жизнью и, ну, можно сказать,
Подождите, да, посмотрите, какие плоды принесет вам этот мужчина. Какой-то совет вам, рекомендация, не знаю, что скажут еще. Какой совет? Вот, именно о том и идет речь. О чем я вам сейчас говорила. Когда мужчина появится, постарайтесь не отдавать ему сразу все свои энергии, всю свою любовь и растворяться в нем эмоционально полностью. Это аркан здорового эгоизма, а также вот этот второй аркан здесь о том, что давать нужно ему энергию, давать свою любовь, свои чувства. Я понимаю, что когда любишь, бесполезно здесь какую-то меру, да, меру найти вообще своих эмоций, того, чего вы хотите дать этому мужчине. Однако здесь действительно четко идет о том, что отмеряйте. Не сразу все. Вот, ну не все сразу. Надо как-то постепенно, надо как-то не слишком его балуя, этого человека. И, конечно, думать в первую очередь о себе. Да, о своих интересах. Знаете для чего? А на дне колоды девятка мечей. Чтобы не получить такой же опыт негативный, который у вас был, и для того, чтобы потом не пожалеть о том, что вы вновь отдаете ему все. Оценится ли это по-настоящему? Это очень большой знак вопроса. Вероятнее всего, нет. Вот такой будет вам, можно сказать, что совет, рекомендация, просто послание от высших сил. Теперь убираем все карты в колоду. Как всегда, берем вас, вашего императора, соединяем вас. Напоминаю, что для того, чтобы расклад сработал, вызов этот сработал наиболее мощно и быстро, необходимо смотреть его от начала и до конца. Это действительно очень важно. И просим Вселенную, о высшие силы, о Вселенная, пожалуйста, сделайте так, чтобы мужчина, на которого сегодняшние зрительницы смотрят расклад, почувствовал мощный поток нашей энергии, позитивной, солнечной, светлой, услышал наш запрос, почувствовал потребность женщины в нем, почувствовал наиболее остро свою потребность в этой женщине. Пожалуйста, сделайте так, чтобы этот мужчина как можно быстрее сделал активные шаги по сближению с женщиной, которая смотрит этот вызов. Мы заранее благодарим вас за вашу помощь. Мы знаем, что вы уже помогаете нам, и чудо воссоединения любящих душ уже происходит прямо сейчас, в эту минуту. Да будет так, и так уже есть. Аминь. Благодарю вас, мои драгоценные, за то, что досмотрели расклад от начала до конца. Помните, что это важно. Очень-очень надеюсь на то, что у многих из вас он сработает. Это будет означать, что мужчина действительно вас любит. И это, конечно, здорово. Любящие сердца – это самое ценное, что есть в жизни и во Вселенной. Любовь бесценна. Любовь – это, в общем-то, все. На любви зиждется весь этот мир. Благодарю вас, мои драгоценные. Желаю всем счастья, гармонии, любви, воссоединения с любимым человеком и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Всех вам благ, мои драгоценные. Всего доброго. До свидания.